Всем привет, друзья! Сегодня у нас 8 января 2025 год. Погода у нас не солнечная, но зато на улице очень-очень-очень хорошо. И совсем не скажешь, кстати, что это зимний день. Он больше похож на какую-то, не знаю, осень, весну раннюю. Одним словом, вообще погода просто супер. И у нас, друзья, на нашем местном море остановились лебеди. И я сегодня специально пришла, чтобы вы тоже увидели этих красивых птиц. Ну, утки, без сомнения, у нас здесь все время. Вот, это их нелюбимое место. А вот лебеди, конечно, нет. Я сейчас спускаюсь по дамбе. Боже мой, это шикарное место для того, чтобы кататься на санках. Когда есть снег, здесь столько народу, я вам передать не могу. И так классно, разъездят горку, и с этой горки спускаешься прямо на лед. Далеко-далеко едет. Здесь баскетбольная сетка, играют в баскетбол. Вообще классное место. Кстати, поделюсь с вами такой новостью. Вчера прочитала. Подписано уже у нас такое предложение, скажем так, сделать вот как раз здесь, где я сейчас гуляю. Ой, утки так быстро плывут. Сделать парк. Облагоустроить набережную. Сделать хорошую зону отдыха. Для детей всякие развлекательные такие тренажерчики. Ну, естественно, спортивные тренажерчики. Сделать красивую, очень шикарную набережную. И самое главное, все это надо сделать в течение этого года, до декабря месяца. Именно так было сказано в договоре. Вот, друзья, я дошла к водичке. Смотрите, какая шикарная, чистая водичка. Дно видно. Смотрите эту прелесть. Смотрите, какая красота. С этой стороны утки. Смотрите. Смотрите, какая красота. Здесь действительно надо ее благоустроить, и это будет просто сказка. Смотрите, сколько лебедей. Хочу подойти ближе, но дело в том, что там, видите, много людей. Вот, и, ну, как бы, вроде они как и не боятся их. Ну, тоже приходят и с собаками. Поэтому вот так странно, знаете, вот обычно лебеди белые, черные, а здесь такого интересного цвета. Я не знаю, насколько это передаст камера. Просто вообще какой-то он такой, знаете, коричневый, бежевый, какой-то такой. Очень красивый. Ой, смотрите, смотрите. Делегация подплывает. Смотрите, какая красота. Боже мой, класс. Класс, друзья. Раньше никогда не было здесь такой красоты. А теперь стали приплывать сюда лебеди и утки. Красивенные. Эти голуби, блин. Я, если честно, голубей не люблю. Они сильно наглые. А это красота. Красота. Кстати, друзья, не видно сейчас рыбаков. Обычно
лед немножко подмерзнет, а их уже тут полным-полно. Я, кстати, когда работала в спортивном магазине, у меня был рыбацкий отдел. И вы знаете, такой большой мороз, и они приходят, что-то покупают. Я всегда спрашиваю, ну вот как можно вот такой мороз и сидеть там на этом морозе? А они говорят, мы уже привычные. Уже для них это в порядке вещей. Эти голуби только лебедей пугают. Смотрите, какие коричневые. Утка ныряет полностью, вообще не то, что просто голову в воду, а ныряет, что ее даже не видно. Представляете, какая красота. Жалко просто, что как только ударит мороз, им же придется куда-то больше на глубину уходить. Ну, на глубине не так быстро замерзает все. Вот видите, с собачками этими гуляют. И получается... Видите, им насыпали еды сюда. И они подплывают ближе. Боже мой, так оживленно, так красиво. Интересно, почему нету черных? Кстати, в каком-то году было, что приплывали к нам лебеди, и был очень сильный мороз, когда так ночью. Пришлось спасателям их спасать. Так интересно, лапками передвигает. Раз, развернулся. Так интересно, тихонечко лапочками гребет.
Вытащил голову, засунул голову в воду. Ого, как долго под водой вытащил. Смотрите, засунул, вытащил. Наверное, там рыба плавает, они рыбу ловят. А я, кстати, не знаю. Кто знает, напишите, лебеди едят рыбу? Наверное, едят. А что же они едят? Видите, люди кидают им крупу, и они дотягиваются и едят. Да, красотули. Отплывают подальше от берега. Ой, боже, становится вообще вверх ногами. Одни хвосты. Вынырнул. И другой вынырнул. О, опять раз, один хвост торчит. Долго так под водой. Ай, красавцы. Ай, красавцы. Ай, красавцы. Красивая. Боже мой, залез под воду и не вылазит. Прикол. Вылез. Друзья, разве это не прекрасно? Вот скажите. Посмотрите. Подплывает прямо к рукам. Ну это вообще на вытянутую руку. Настолько близко, ужас. Я никогда даже их настолько близко не видела. Боже мой, какая доверчивая птица. Там один остался, все уплыли на ту сторону. А тут один с утками. Боже, капец, держишь эту камеру. Кажется, что сейчас прямо с рук у тебя ее заберет.
Ну вообще. Вы видели такое когда-нибудь? Такую красоту. Лапу в стороны. Да, друзья, я не пожалела, честно вам скажу, что сегодня сюда пришла. А я смотрю так вот на белых. У одних такая толстая шея, а у других тоненькая. И так интересно, их как будто ветром отгоняет. Ветерок подул, и они поплыли в сторону. Красота. Боже, как же здесь все-таки красиво. Да, друзья. И это не лето. Вот так. Представьте, как красиво летом. Кто-то вон на том берегу машиной приехал. Может, на шашлыки. Сегодня, кстати, для шашлыков вообще погода супер. Это наша такая широкая набережная. И песочек есть, и деревца есть, скамеечек много сделано, так как многие здесь купаются. Ну, кто-то не хочет на песке, на скамеечке раздевается. Да, красотульки. Рыбаков нету, я не знаю, может сейчас плохо рыба ловится, но нету рыбаков. Я вот смотрю так по берегу и не видно. Вон парочка плавает. Уточка. Вон они поплыли туда, на середину. Там кормят. Здесь непонятно, кто-то чай насыпал им или что. Каркаде. Странно. Ой, рыбак идет, заблудился, наверное. Удочка не в воде, а на песке. И все. А здесь уже людей нету. Видите, как еду оставили. Вот насыпал кто-то пшеничной крупы. И ни голубей, ни уток, никого нету. Там люди, они все уплыли туда. Вон. Все остались там позади. Ну, плывите сюда. Здесь вот еда вам насыпана. Плывите сюда. Все остались там. Сегодня у них целый праздник. Никто им не мешает, не холодно, красота. Мы тоже, кстати, летом приходили сюда. Вот на эти скамеечки. И здесь сидели. Кстати, друзья, воспользуюсь моментом, расскажу вам, в какую историю я недавно влипла, скажем так. Решила устроиться на работу. А чего?
Заинтересовала меня эта вакансия. Понравился товар, который мне надо было продавать. Вот я и решила попробовать. Ну, честно вам скажу, надолго меня не хватило. Во-первых, если кто-то из работодателей меня сейчас смотрит, не именно моих, нет, я имею в виду вообще, вот, то хочу вас попросить, если хотите, чтобы у вас хорошо шли продажи, чтобы продавец был заинтересован в своем рабочем месте, то приведите его в порядок изначально, а не пускайте все на самотек, лишь бы скорее выторг был. Какой может быть выторг, если рабочего места как такового не существует? Ну вот так у меня и получилось. Пришла я на свое рабочее место. Лежат маникюрные ножницы. На мой вопрос, что они здесь делают, мне был дан ответ. Ну надо же чем-то накладные вырезать. Друзья, ну согласитесь, само слово «накладная» – это документ. Какое отношение маникюрные ножницы имеют к документам? Это первое. Второе. Если вы имеете дело с документацией, естественно, в наличии у вас должны быть ручки, карандаши, точилки, линейки, всякие бумажки для записей, какие-то там блокноты. То есть канцелярия в полном наборе. Ее как таковой не оказалось. Теперь товар. Товар у меня был такой, что его надо было мерять. Для того, чтобы померить, надо раздевалка. Вы понимаете, будучи на рынке, я видела, какие на рынках раздевалки. Здесь даже такой нету. Ну вот скажите мне, как работодатель хочет, чтобы был выторг, были продажи? Самого элементарного: нет раздевалки. Он повесил шторку, конечно, да. Но вы меня извините. Человек приходит с какой-то сумкой, может быть, даже с курткой. Ему надо поставить сумку, повесить куртку, все с себя снять для того, чтобы одеть то, что его заинтересовало. Он это каким образом должен сделать? Больше того, я вам скажу. Отопление. В магазине-то холодно. Там нет ни обогревателей, нет ничего. Это надо с себя все снять в теплое, для того, чтобы одеть холодное. Ну вот пойдет кто-то покупать только в крайней необходимости. А потом получается, плохие продавцы не хотят работать и так далее и тому подобное. Дорогие работодатели, вы же сами в этом виноваты. Вы же сами не создаете абсолютно никаких условий для этого. Что касается мотивации для продавца. Зарплата. На сегодняшний день ни для кого не секрет, что в основном большая часть людей рассчитывается карточками, ну, телефоном, но никак не наличкой. Наличкой сейчас рассчитываются единицы. Ну и что получается? Значит, работодатель говорит: рассчитались наличкой, у тебя будет зарплата. Рассчитались картой, естественно, ждите, пока работодатель соизволит вам заплатить. И что это за постановка вопроса, стесняюсь спросить.
Почему нельзя оговаривать сразу зарплату на том уровне, что зарплата будет приходить на карту, независимо от того, наличкой рассчитывается покупатель или же картой? В итоге товар дорогой. Ой, смотрите, как красиво вверху в небе. Ой, я не знаю, попадает, не попадает. Класс. Ключом таким. Не знаю, что это за птицы полетели. А вот в течение недели приходит покупатель, рассчитывается картой. Это не хлеб, это не продукты. Это товары, которые покупаются или же как подарок, или же на какой-то праздник. Поэтому покупаются редко, стоят дорого. За неделю может быть только продано каких-то 2 единицы. И проданы они, естественно, не за наличку. На вопрос, где моя зарплата, работодатель говорит: возьмите в кассе. Ну что это за издевательство? Ну что это за... Возьмите в кассе. В какой кассе? В какой кассе? Она пустая, там же ничего нет. Ну, в общем, это очень некрасиво. Мне это очень не понравилось. Мало того, что сидишь в этом холоде, ждешь у моря погоды, плюс выпрашиваешь зарплату, плюс чувствуешь себя некомфортно, когда ты сидишь в куртке, тебе холодно, все равно, что на рынке, а человек должен раздеться, все с себя снять. И говорит: у вас так холодно. Ну, очень неприятно, просто не знаю, что в таких случаях даже отвечать покупателю. Плюс товар далеко не в таком виде презентабельном, что его хотелось бы купить, так как работодатель не соизволил и не посчитал нужным хотя бы отпариватель какой-то дать. Зачем? Подумаешь. Помялось какое-то там платье или какая-то там рубашечка. Ну, помялось так помялось, висит. Ну, ничего страшного. Так, наверное, считает работодатель. Хотя со стороны, я вам скажу, видончик еще тот. Кстати, когда я сказала, что не мешало бы манекен какой-то поставить, на что работодатель затупал ногами, замахал руками, сказал: ни в коем случае, вы что? Он же закроет весь ассортимент. Очень смешно. В общем, одним словом, мне ничего в этом не понравилось. У меня были одни минусы. И я, естественно, ушла. Но я вам скажу так, я убила свое время. У меня не выходили видео. И я, так сказать, теперь пожалела, что я хотела совместить свои выпуски своих видео, роликов, совместить с продажами. Я пожалела. Я вам скажу так. Скорее всего, правильно, когда говорят, заниматься надо чем-то одним. За 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Это, скорее всего, да. Это в данном случае про меня. У меня так и получилось. Теперь, ребята, заново возвращаюсь к съемкам. Поэтому надеюсь на вас, вся надежда на вас, что в этом году вы меня поддержите, начиная с этого видео. У нас с вами появится больше выпусков. Выпуски будут, как всегда, разнообразные, не только кулинария. Что касается, кстати, выпуска, видите, вот параллельно съемке вспоминаю иногда ваши комментарии. Друзья, хочу ко всем вам обратиться, прежде чем писать комментарии, особенно
плохие комментарии. Подумайте, насколько легко все это происходит. Каждый из вас смотрит фильмы. И ни для кого не секрет, сколько человек участвует в съемках этого фильма. Что надо для того, чтобы снять фильм. Режиссеры, постановщики, звукооператоры, монтажеры. Да боже мой, ну столько так и не перечислишь. Так почему вы думаете, что только для того, чтобы снять фильм и показать вам его по телевизору, надо столько людей? Это же то же самое. Но здесь участвует только один человек, друзья. И все это надо сделать одному человеку. А теперь представьте на минуточку. Легко? Нет. Это очень нелегко. Это очень нелегко. Но почему-то об этом никто из вас не задумывается. Сколько на это все уходит времени. А в данном случае, так как я снимаю кулинарию, денег, никто из вас даже не задумывается. Поэтому я прошу вас, включите телевизор, включите фильм и посмотрите еще раз все роли, которые проходят, сколько человек задействовано, а потом пишите эти гадости, которые вы любите писать. Я не закрываю комментарии, нет, я все их читаю. А вот как я на них реагирую, честно говоря, сквозь пальцы. Я понимаю прекрасно, что люди разные, у каждого свои мнения. Навязать свое мнение кому-то, я считаю, это неправильно. Вот, ну, просто вот говорю вам реальные вещи, просто которые многие из вас не понимают. Чтобы для этого, чтобы получилось какое-то видео, надо проделать какую-то работу. Вот так, друзья. На этом я буду заканчивать свое видео, свой ролик. Уже вечер, уже так красиво на улице. Я сегодня была рада выйти с вами, так сказать, в эфир, пообщаться. Жду ваших комментариев, пишите, что бы вы хотели, чтобы я для вас сняла. Может, кого-то что-то интересует, у кого-то, может быть, какая-то есть интересная задумка. Снимем, покажем, расскажем. А на этом все. Всем пока-пока.